Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь выполняем одну соединительную петлю в следующую петлю. Вот здесь аккуратно смотрим. Вот она у нас идет следующая петля. Выполняем соединительную. И у нас здесь как будто получился столбик без накида. Теперь у нас по рисунку 2 воздушные петли. И мы провязываем наши 9 столбиков с одним накидом. Накид. И в следующую арку, вот после нашего вот этого толстого столбика, вот в эту арку провязываем 9 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные. И уже в следующую арку у нас опять идет 9 столбиков. Вот что у нас здесь получается. Вот такая лента. То есть, грубо говоря, мы одну половину наших мотивов провязываем сперва, а потом мы вот так будем довязывать вторую половину. И таким образом можно вязать ленту до бесконечности, до любой нужной вам длины. Дорожка, скатерть, неважно. Итак, сейчас провязываем вот эти наши столбики, то есть уголок оформляем. И здесь я вернусь. Итак, вот провязали последние 9 столбиков с одним накидом. Здесь мы по рисунку сейчас выполняем 2 воздушные петли. И соединяемся с первым столбиком без накида, то есть вот он у нас был здесь. Вот, обращаем внимание, здесь у нас было 2 петли по рисунку как арка, и вот у нас большая такая петля, мы в нее вставляем крючок и выполняем соединительную. Все, вот так. Теперь приступаем к третьему ряду мотива. Нам сейчас нужно сделать 3 соединительные петли в следующие 3 воздушные петли. Поворачиваем аккуратно нашу цепочку и считаем, смотрим. То есть вот здесь мы уже соединились. Получается, отсчитываем. Вот 1, 2 и 3. Соединяемся соединительными. 1. В следующую. 2. И в следующую. 3. Вот так. Это мы сейчас сделали первый столбик с одним накидом, который у нас по рисунку в столбик без накида. Затем после него мы сейчас формируем здесь наш вот этот уголок. Сразу же выполняем накид и вяжем 5 столбиков с одним накидом. В каждый из следующих 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Затем у нас здесь, по идее, должна быть арка из 5 воздушных петель, но мы выполняем 2 воздушные петли. И в третью петлю нашего предыдущего мотива соединяемся соединительной. То есть вот так кладем изнанка к изнанке. То есть вот у нас так лицо и так лицо. Вот наш здесь угловая вот эта арка. И считаем. Здесь 1, 2, вот она третья петля, мы в нее выполняем соединительную. Затем 2 воздушные. Возвращаемся к нашему мотиву и продолжаем. Столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Затем 4 столбика подряд. 1, 2, 3 и 4. Затем сразу же накид. В столбик без накида у нас идет столбик с накидом, 3 петли и столбик с накидом. 1, 2, 3.
столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Затем сразу же провязываем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Затем 4 столбика подряд у нас идут с одним накидом. А затем после этих столбиков у нас сразу же идет столбик с накидом, 3 петли и столбик с накидом в следующий столбик без накида. Вот так провязали здесь вот эти столбики, уголок. И в столбик без накида следующий сразу же столбик с накидом, 3 петли и столбик с накидом. Затем у нас опять угловые столбики. Все, провяжем сейчас самостоятельно вот так, вот до сюда. И здесь я уже вернусь и покажу, как мы будем вот это все волшебство наше обвязывать. Итак, вот я провязал здесь последний уголок, то есть здесь у нас уже ряд заканчивается, и сейчас я буду показывать, как мы будем вот это все обвязывать. У меня здесь в высоту только 3 мотива, в высоту, в ширину. У вас это может быть вот эта лента намного больше, то есть может быть вы скатерть вяжете или дорожку. Но суть вязания остается вся точно такая же. Сейчас после последних вот этих 5 столбиков, то есть нашего вот этого углового, мы выполняем накид. И у нас здесь по рисунку должен идти столбик с одним накидом. Мы здесь вот один столбик мы уже делали здесь вот соединителями, как мы пробирались. Я сделал накид. И вот откуда у нас здесь выходит вот это, вот толстый такой наш самый первый столбик, я прям туда вставляю крючок. То есть, грубо говоря, в столбик без накида наш импровизированный, который был, воздушная там петля, прям туда вовнутрь просто я вставил, ничего я там не считал, не искал, вот так. И тут у нас по рисунку должно идти 3 воздушные петли, но мы выполняем только одну воздушную петлю и соединяемся во вторую воздушную петлю нашей цепочки. Вот так, то есть смотрим аккуратно, где мы тут последние соединились. Разворачиваем здесь, чтобы у нас было все видно, понятно. Вот она здесь у нас корявая такая петля, тут она, а мы в нее уже соединились. Вот следующая это раз и следующая это 2. Мы в нее во вторую петлю выполняем соединительную. Вот так, то есть здесь у нас получается мы выполнили последнюю арку 3 воздушных петель. И у нас здесь остается 2 воздушные петли свободные. То есть вот одна и вот здесь вторая воздушная петля свободная. И мы в эту в следующую петлю выполняем еще одну соединительную. Вот так. Делаем одну воздушную петлю. И у нас получается то, что здесь осталась одна свободная, одна соединительная и одна, которую мы только что сделали. То есть всего 3 воздушные петли. И здесь мы уже сейчас будем вязать вот этот мотив. То есть мы здесь делали последний столбик с накидом. У нас здесь получилось 3 петли. Мы выполняем накид и провязываем столбик с накидом в этот же столбик без накидов, который мы уже делали. Столбик с накидом. Вот так. Все, то есть вот смотрите, что у нас мы соединились. Вот так у нас здесь получилось. Все, а теперь сейчас вяжем опять вот этот угол. То есть после вот этого столбика с накидом у нас идет сейчас 5 столбиков подряд с одним накидом. Раз, два, 3, 4, 5. И здесь нам нужно соединиться с предыдущим мотивом. Мы выполняем не 5 петель, а 2. И вот мотив изнанка к изнанке. И здесь в третью петлю смотрим. Раз, два, вот она третья. Вставляем в третью петлю крючок и выполняем соединительную.
затем 2 воздушные, разворачиваем, возвращаемся к нашему этому мотиву и продолжаем провязывать наши вот эти столбики. Все, сейчас провязываем здесь 5 столбиков, потом столбик, 3 петли, столбик, опять 5 столбиков, 5 петель, 5 столбиков, и я здесь опять вернусь. Итак, довязали наш вот этот уголок нашего второго мотива. После вот этих 5 столбиков мы также сразу выполняем накид, и вот здесь мы провязываем прям вот сюда между всех этих наших петель, столбиков, провязываем столбик с одним накидом. Вот, то есть мы довязали, у нас здесь уже один столбик был, и мы провязываем сейчас не 3 воздушные петли, а 1 воздушная петля, и выполняем соединительную во вторую петлю нашей вот этой цепочки. То есть вот смотрим здесь внимательно, в этой петле мы уже есть, вот следующая первая и вторая, и в эту вторую петлю, и как раз вот у нас 2 следующие свободные остаются. Вот так мы выполняем соединительную. Вот, то есть мы заменили арку. И теперь выполняем еще одну соединительную в следующую петлю. У нас остается здесь 1, и мы здесь сейчас выполняем еще одну, выполняем накид, и в столбик без накида самого первого мотива выполняем столбик с одним накидом. Затем провязываем вот этот уголок, только вот этот. Накид сразу же, и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Так, 4, 5 столбик. Здесь у нас идет 2 воздушные, соединительная петля в третью петлю вот нашего предыдущего мотива. Смотрим, чтобы у нас была изнанка к изнанке. Раз, два, вот она, третья петля, соединительная, 2 петли. Возвращаемся к нашему мотиву, столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Еще 4 столбика подряд. Затем, если мы сейчас дальше по кругу продолжим вязать, то есть мы завершим наши вот эти все мотивы вот здесь. А если мы хотим продолжить вязать дальше, что я сейчас сделаю, я продолжу вязать дальше. Я сейчас выполняю сразу после этих 5 столбиков накид. В следующий столбик без накида я выполняю столбик с накидом. Теперь я буду наращивать сюда еще один мотив. Выполняю 23 петли. Раз, два, три, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 13, еще 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 петли. Отсчитываю восьмую петлю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Правильно. В нее выполняю соединительную. И сейчас провязываю еще один мотив. Я уже здесь показывать не буду. Мы уже так вязали не раз. Сейчас провязываем мотив. Ну, вот этот первый ряд я провяжу, потом еще один, я покажу, что я буду делать дальше. Итак, провязали 8 столбиков, последнюю арку из 5 воздушных петель мы заменяем. То есть сейчас мы выполняем не 5 петель, а 2 петли. И выполняем соединительную в третью петлю цепочки. Смотрим внимательно, вот мы последнюю петлю, где мы здесь соединились, и считаем раз, два, в третью выполняем соединительную. Вот так мы заменили последнюю арку. Теперь выполняем соединительную в следующую петлю. Это у нас получается уже будет столбик без накида. Теперь выполняем по рисунку у нас по схеме 2 воздушные.
И в следующую арку, вот после столбика вот этого нашего, мы провязываем 9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три и так далее. Провязываем вот этот наш мотив сейчас по кругу. Я тут уже показывать не буду. Мы очень много раз это все дело вязали. Аккуратно тут, чтобы у нас ничего не перекрутилось, не запуталось. То есть вот сейчас провязываем 9 столбиков, потом 2 петли, столбик без накида, 2 петли. 9 столбиков, 2 петли, столбик без накида, 2 петли. 9 столбиков. И так провязываем до этого места. Итак, провязали последние 9 столбиков с накидом. Здесь по рисунку мы также сделали 2 воздушные петли и соединяемся соединительной петлей в первый столбик без накида. То есть вот у нас здесь вот такая одна петля, и мы в нее выполняем соединительную. Вот так, то есть здесь у нас 2 петли остаются как арка. И вот у нас здесь такая петля, мы в нее выполняем соединительную. Теперь выполняем 3 соединительные петли в следующие 3 воздушные петли. Аккуратно смотрим, где у нас тут петли. И смотрим, вот она следующая петля. Мы в нее не соединялись, и в нее, начиная с нее, 3 соединительных. Вот так мы выполнили первый столбик с одним накидом, который у нас в вершину столбика без накида идет. Затем выполняем вот этот наш уголок, то есть провязываем сначала 5 столбиков с одним накидом. Теперь выполняем 2 воздушные петли и соединяемся с предыдущим мотивом. Вот так смотрим внимательно, чтобы у нас работа не перекрутилась, чтобы у нас все было ровно. И вот сюда, вот прям в соединительную петлю между вот этими нашими другими двумя мотивами. Вот так мы смотрим, чтобы они у нас изнанка к изнанке лежали. Вот она у нас здесь, вот эта петля, мы в нее выполняем соединительную. Теперь 2 воздушные. Возвращаемся к нашему мотиву и продолжаем вязать наш вот этот уголок. Столбик с накидом сюда же. Затем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Далее столбик с одним накидом в следующий столбик без накида. И здесь с этого места мы начинаем наращивать наши вот эти мотивы в длину вот с этой стороны. И будем их вот так параллельно, они будут присоединяться вот в эти арки здесь в середине. И вот в эти арки 3 воздушных петель. То есть сейчас выполняем 23 воздушные петли. Соединяем последние 8 петель в кольцо. И здесь уже провязываем опять наш мотив так же, как мы уже вязали. То есть вот так у нас сейчас получается. Сейчас давайте провяжем весь этот мотив самостоятельно, а в местах, где я буду соединяться, я вернусь вот здесь и покажу. Итак, вот я провязал мотив. Я дошел до 3-го ряда, где у нас сейчас формируется уголок. Я провязал здесь 5 столбиков с одним накидом. Сейчас выполняем 2 воздушные. И вот, где у нас здесь уже уголок мы здесь сделали. Вот у нас здесь видна вот эта петля, прям посередине она. Мы в нее вставляем крючок и выполняем соединительную. 2 воздушные. Возвращаемся к нашему мотиву
Довязываем 5 столбиков угла, то есть столбик с накидом сюда же, в этот же столбик сейчас. И еще следующие 4 столбика с накидом. Затем в следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом. Здесь у нас, по идее, должно быть 3 воздушные петли, но в этом месте нам нужно сейчас соединиться с предыдущим мотивом, то есть вот с боковым, который у нас. И у нас здесь должно быть 3 петли, но мы выполняем 1 воздушная петля. И вот мы делаем также изнанка к изнанке. Смотрите, чтобы у нас ничего не перекручивалась работа. И вот у нас здесь было 3 петли. Вот 1, 2, 3. И мы в третью, которая посередине, вставляем крючок, выполняем соединительную. Теперь 1 воздушная. То есть у нас получилось вот 3 петли. 1 петля, 1 соединительная и еще 1 воздушная. Возвращаемся к нашему мотиву, провязываем столбик с накидом в этот же столбик без накида. Затем провязываем наш вот этот уголок. 5 столбиков сперва провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь нам нужно опять соединиться вот с этими мотивами здесь в центре. Выполняем 2 воздушные. Соединительная. Вот здесь у нас в серединку мы делаем. Две воздушные. Возвращаемся опять к нашему мотиву. Довязываем уголок. То есть столбик с накидом сюда же в этот же столбик и еще 4 столбика. Затем в следующий столбик без накида выполняем столбик с одним накидом. И здесь мы уже выполняем не 3 воздушные петли, а 23. Все, то есть я здесь уже вязать не буду. Я думаю, в принципе, тут все понятно. Работа у нас все время повторяется. Потом, после блокировки, посмотрите, у нас весь наш мотив раскроется и будет все красиво. То есть сейчас вот мы выполняем опять 23 петли, замыкаем в кольцо и провязываем вот так мотив. То есть вот как здесь мы делали. Мы вот так все провязываем, то есть вот здесь. И уже довязываем опять вот это все волшебство, как мы вот здесь вязали. Потом опять, например, если еще мотив наращивать, опять мы до сюда доходим. То есть мы вот это не довязываем, как мы здесь. Не довязываем. Опять здесь 23 петли. Провязываем кольцо, мотив. Потом вот так опять у нас здесь будет уголок. И пошли опять вниз. То есть мы вот это все наращиваем. Я вот так квадрат здесь свяжу. И потом, когда по кругу, вот так мы это все дело здесь закроем, уже потом у нас будет обвязка. Все, сейчас я провяжу вот так, всего у меня будет здесь 9 мотивов. Когда я здесь уже на обвязку выйду, то я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал все свои мотивы. Вот здесь я в конце все это дело обвязал, точно так же, как мы и здесь все обвязывали. И вот так вернулся к нашему самому первому мотиву. И вот здесь я в нашем первом мотиве провязал вот этот уголок. Передо мной здесь столбик без накида. Мы здесь по рисунку провязываем столбик с одним накидом в столбик без накида. 3 воздушные. И столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик без накида. И выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Все.
Таким образом, наши вот эти все мотивы завершены, и сейчас мы будем приступать к обвязке. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!